Всем здорово! Итак, как я и обещал, начинаю свой вложик из города Припять. Однако есть нюанс. Дело в том, что когда я запланировал себе этот влог, я столкнулся со следующей дилеммой. Первое. Делать ролик обо всем городе длиной в 10 минут, это будет неуважением к городу. Делать ролик длиной час, рассказывая обо всем городе, это будет маленьким неуважением к зрителю. Поэтому нашел такое соломоново решение, можно так сказать, для самого себя. И решил сделать следующим образом. Я буду выпускать короткие ролики по 10 минут. И в каждом из них я буду рассказывать об одном микрорайоне города Припять. Начнем мы вот сегодня, например, с первого, потом второй, потом четвертый, пятый, третий центральная площадь и коммунальный квартал. Собственно, я сейчас, как бы можно сказать, что я именно в нем и нахожусь в начале его. Я вышел от автостанции. И сейчас я пойду в сторону Речпорта, мимо спецпрачки, загляну потом к первой школе и выйду на центральную площадь. В принципе, сегодня маршрут будет такой. Расскажу пару интересностей, покажу пару вещей, которые, возможно, удивят даже бывалых. Посмотрим. Вот, погода сегодня летняя. Если кто смотрел мой предыдущий ролик, там в комментарии человек написал, что, мол, 1 июня, Украина, люди в куртках. Так вот, на улице плюс 32. Видимо, кто-то этот комментарий в небесной канцелярии также прочитал. Однако РБ нас вынуждает ходить с длинным рукавом. РБ — традиционная безопасность, если что. Поэтому я как бы очень хотел, наверное, сейчас вернуться к состоянию в куртке, бо что-то жарковато, если честно. Так, еще пока в теньке еще плюс-минус терпимо, но когда идешь вот уже на солнце, как сейчас, уже, блин, я бы сказал, так не совсем. По кайфу, мягко говоря. Вот. Значит, топаем сейчас в сторону Речпорта. Смотрим по сторонам. И чуть позже продолжим вам рассказывать кое-какие интересные моменты. Недавно смотрел хронику. Интересная фраза, которая очень резанула слух. Хроника была 1974 года, как раз о строительстве ЧАЭС. Так вот, там было сказано, что недалеко от строящейся ЧАЭС находится рабочий поселок строителей и энергетиков Припять, население которого достигло уже 10 тысяч человек. Когда ты, в принципе, все время слушаешь, знаешь, рассказываешь о том, что население Припяти 47 500, как-то вот этот момент из головы вылетел. Момент я имею в виду в том, что город когда-то вообще был основан, он был, тут ничего не было, что он рос, что он не сразу стал вот городом с таким населением. Не знаю, наверное, какое-то свойство человеческой памяти, не иначе. Не знаю, знают ли все, может, не знает никто, может, кто-то знает, кто-то нет. Но локаций в Припяти, известных как парк развлечений и стадион «Авангард», не существует и никогда не существовало. Да-да, это как раз тот случай, когда Google слегка брешет. Дело в том, что «Авангард» — это спортивный комплекс, и он находится сейчас за моей спиной. То есть «Авангард» — это вот это. Вот. Парк же, как и стадион, носили названия немножко другие. Парк по очень такой достаточно укоренившейся советской традиции назывался ЦПК-ИО, Центральный парк культуры и отдыха. Ну и, соответственно, стадион, который известен почему-то, хотя догадываюсь почему, сейчас выскажу свое мнение, почему именно так. И стадион назывался весьма, скажем так, прогрессивно, продвинуто. Видать, долго думали, как его назвать. Назывался он Центральным. Угу. Вот. Касательно же названия стадион «Авангард», есть мнение, что это пошло из игрухи, из сталкеров. Мнение, сразу говорю, не мое, потому что из сталкеров я играл только в «Чистое небо». И вот что-то там я не помню. То есть это было либо из «Тени Чернобыля», либо из «Зова Припяти». Вот, ну, скажем так, для меня это тайна, покрытая хаки, но звучит достаточно правдоподобно. Вот, что, идем дальше? Гулять по первому микрорайону, ну или вокруг него.
Собственно, Ричпорт, куда же без него. Тоже замечательнейшее место. Водой пахнет приятно по жаре. Вот. Лестничка, кстати, расчищена чуть-чуть. Ну и, соответственно, сам Ричпорт. Мы там, когда были здесь 1 июня, на прошлом видео есть, как мы там на пристани были. Не буду спускаться. Идем дальше. Вот мы заходим внутрь первого микрорайона, и вот такой интересный нюанс. Вот та свечка, которая сейчас за деревьями торчит, чуть дальше, это Дружбы народов 15. А это Курчатова 1, 3 и следующий дом 5. Так вот, я не претендую, конечно, на лавры инженера-строителя, но есть у меня такое подозрение, что домам этим осталось недолго. Что, в принципе, неудивительно, поскольку первый микрорайон, как следует из названия, самый первый, самый старый. И, понятное дело, дома самые, наверное, обветшалые. Хотя, с другой стороны, почему они должны отличаться, если до того момента, как людей выселили из Припяти, вот, все дома обслуживались, все были в хорошем состоянии, а касательно Припяти они были в идеальном состоянии. Поверьте мне, тут за инфраструктурой следили более чем. Ну, как говорится, у нас маем, это еще маем. Сейчас мы подходим уже к первой школе. Пронырнем двориком. Покажу пару прикольных интересностей на территории первой школы. Не самое красивое зрелище. Прекрасно понимаю. Тоже не люблю. Но, с другой стороны, дает понимание, почему, собственно, запрещено посещать здания в Припяти. Сейчас, я так подозреваю, господа сталкеры, которые смотрят этот видос, так тихонечко усмехнулись в паркуренные усы. А некоторые сказали, ага, и пошли доделывать ремонт. Да-да, именно так. Вот этот двор, кстати, вот этот двор, который за моей спиной, вот сейчас двор, да, мы туда зайдем обязательно, покажу его. И покажу там еще какой прикольчик такой достаточно интересный. Мне очень нравится, он закрытого типа, получается, со всех 4 сторон огорожен домами. Я так подозреваю, что в те времена, когда город был жив, там было достаточно уютно. По крайней мере, я встречал подобные дворики в других городах, мне на самом деле очень нравилось. Вот. Сейчас мы свернем по двору, покажу крючок. Казалось бы, да, рядом с городом есть атомная электростанция, какого хрена здесь делает газ, если все можно гнать электричеством, топить электричеством, да все что угодно, и обогревать город излишним теплом со станции, но что логично, как бы до того, как станцию запустили, людям надо было как-то жить, что-то строить, как-то все это дело кушать. Соответственно, да, часть Припяти была газифицирована. Вот.
сейчас мы вытопчем на улицу Курчатова. Ну и вот. Улица Курчатова. То есть у меня за спиной, если повернуть, как по мне, налево, это будет дорога к Речпорту. Просто мы прошли через микрорайон насквозь, а здесь можно как бы объехать его по дороге, по улице. Вот. За моей спиной вот так получается Прометей, так Горсовет, а вот так центральная площадь, на которой и Энергетик знаменитый, и Полесье, и супермаркет. То есть самые популярные туристические локации, о которых все знают. Вот. Туда мы тоже сходим, я думаю, в одном из следующих видео. Так, вот если сейчас посмотреть за мою спину, это будет центральная площадь. То есть мы сейчас идем, чтобы было понятно, мы идем по пешеходной части по улице Ленина. Вот там заросшая проезжая часть, вот здесь проездная. То есть кто был в турах, тот знает, что здесь обычно автобусы и едут. Вот это белый дом, так называемый, он кирпичный, и построен он был не для обычных людей Припяти, скажем так. То есть первый микрорайон — это микрорайон, окруженный улицами Ленина, Курчатова и Дружбы народов. Вот. Вот эти три улицы и ограждают, так скажем, первый микрорайон города Припять. Вот это второй. И сюда мы сходим в следующий раз. Что-то сейчас, я честно вам скажу, идти туда у меня как-то желания особого нету, просто потому что мне дико жарко. Вот. Чувствую себя так себе, поэтому отложим до следующего раза. Ну все, сейчас будем уже выходить из города, и я что-нибудь еще скажу, когда уже буду возле КПП, возле машины. Вот. Такие дела. Друзья, еду уже обратно, и тут у меня появилась мысль. Мне, наверное, начинать-то надо было вот отсюда. Ну, я сломаю шаблон и закончу здесь первую серию нашей прогулки по Припяти. Вот. Что, следующая серия будет микрорайон номер 2, соответственно. Хотя, возможно, как-то я и поменяю планы, потому что, ну, особо нечего рассказывать про второй микрорайон. Может, объединю его с каким-то, посмотрим. Вот. Все, поехал я остывать, бо что-то как-то мне жарко совсем, если честно. Вот. Все. Всем спасибо, что были со мной. Всего вам всего. До связи. До встречи на канале. Ну да, и подписывайтесь в колокол. Ну вот это вот все. Все, всем пока.